Приступаем к вязанию крыла. Первая деталь — это у нас будет сама основа. В эту основу будет вставляться каркас проволочный. Вяжем. Первый ряд. 3 столбика без накида в кольцо амигуруми. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Здесь можно не затягивать кольцо, а затянуть его уже в конце, после того, как вставим каркас. Мы каркас будем протягивать сквозь деталь. Вот, но я затягиваю, я потом через боковое отверстие вытягиваю. И оно все получается очень аккуратненько, поэтому я затягиваю сразу. Маркер. Второй ряд. Прибавка, 2 столбика без накида. Остаток ниточки я, как обычно, ввязываю сразу. Так. Прибавка наша. И 2 столбика без накида. Первый. И второй. Теперь деталь я выворачиваю, чтобы удобно было вязать следующие ряды. Вот так вот. И тогда хорошо будут просматриваться все петелечки. Третий ряд, третий и четвертый ряд у нас будут 4 столбика без накида. Провязываем. Хвостик продолжаю вкладывать. Первый. Второй. Третий. И четвертый.
И четвертый ряд вяжем точно так же. Пятый ряд. 3 столбика без накида и прибавка. Вязать стараемся аккуратненько, чтобы не захватывать ниточки соседних петель, иначе каркас не сможет пройти. Первый столбик застрянет. Второй столбик. Третий столбик. И прибавка. Шестой и седьмой ряд вяжем 5 столбиков без накида. Восьмой ряд. 4 столбика без накида, прибавка. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И прибавка. Провязали 8 ряд, 6 петелечек. И теперь с 9 по 65 ряд включительно мы вяжем 6 столбиков без накида. Я по мере вязания постепенно подтягиваю маркер, чтобы потом его не протягивать через всю деталь. Вот. И встретимся с вами уже на 66 ряду. Провязали 65 рядов. Такая деталь получается. Маркер я подтянула сюда наверх. 66 ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Один столбик. Первая. Прибавка. Снова 1 столбик без накида. Вторая прибавка. Третий столбик без накида. Прибавка. Шестьдесят седьмой ряд. 9 столбиков без накида. Один. Два.
8, 9. Шестьдесят восьмой ряд. 2 столбика без накида, прибавка, повторяем 3 раза. Первый столбик, второй столбик, первая прибавка, первый столбик, второй столбик, вторая, прибавка, первый столбик, второй столбик, третья, прибавка. Теперь соединительный столбик, и отрезаем ниточку, оставляем для пришивания. Вот деталь, которая у нас получилась. В следующем видео будем делать каркас крыла. Для изготовления каркаса крыльев нам потребуется проволока. Я использую в крылья 0,9 мм диаметром, потому что крылья сами тоненькие детали. И учитывая, что мы обмотаем пластырем, чтобы каркас поместился в крыло, в деталь. Так, для обмотки буду использовать пластырь. Сантиметровая лента нам необходима. Также спица, для того, чтобы деталь нашу вот здесь вот расширить и проверить, чтобы не цеплялось там ничего внутри. Вот. Я использую 3 миллиметра спицы. И вот такая вот игла, для того, чтобы наш каркас протащить сквозь крыло. Вот. Ну, собственно, еще обычная иголочка потребуется. Ну и ножницы. И ниточка. Прочная ниточка любая. Связали мы вот такие вот детали для крыльев. 2 штуки основные. На теле отметила место пришивания крыльев. Вот как они будут идти. Форму мы уже придадим с помощью каркаса. Вот. Сейчас будем высчитывать, сколько проволоки нам необходимо. Это зависит от плотности вашего вязания, от длины крыльев, которые вы захотите сделать. Получается, длина детали крыла 15,5 сантиметров. Положу сюда. 15,5 сантиметра. Пол сантиметра мы вычтем на пришивание вот сюда. Получается 15 сантиметров. То бишь на 2 детали нам нужно 30 сантиметров.
Это в готовом виде. И плюс еще приблизительно 2 сантиметра. Каркас будет, он цельный для 2 крыльев, и он будет проходить вот сквозь туловище. Поэтому еще плюс 2 сантиметра. Получается всего 32 сантиметра. И по 1 сантиметру еще мы загнем петелечки в конце проволоки, чтобы она не была острой. Получается еще плюс 2 сантиметра, то есть 34 сантиметра. Откусываем плоскогубцами проволоку, выравниваем ее и будем обматывать пластырем. Проволочку я отрезала, загнула петелечки с одной стороны и с другой стороны. Вот у меня получается плюс-минус 32 сантиметра, там еще 3 миллиметра. Вот. Теперь можно приступать к обмотке. Обматывать я буду точно так же, как хвост. Вы можете пересмотреть, если что, видео предыдущее. Вот. Прикрепляем пластырь и вращающими движениями плотненько его обматываем. Вот. Затем будем вставлять уже каркас в крыло. Итак, я обмотала каркас, пока не до конца, чтобы потом отрегулировать длину, когда второе крыло буду на каркас надевать. Так, теперь берем нашу деталь, спицей растягиваем немного. В диаметре. Так, проверили, никаких зацепов, ничего там нет, спица доходит хорошо в конец детали. Теперь здесь мы делали петелечку, вот, поэтому сюда я беру иголочку обычную с ниткой, с прочной, вот сюда через петелечку продеваю нить, вот. И эту нить теперь вставляю в иглу, которой будем протягивать. И здесь я завяжу на узелок. Он мешать нам не будет, потому что толщина достаточно большая. Узелок сюда ближе. Вот так посерединке пусть будет. И теперь вставляю вот эту иглу сюда в деталь, протягиваю. Иголочку я буду выводить вот эту сбоку, вот здесь есть отверстие, и потом обычной ниточкой через центр протяну. Можно, в принципе, изначально, когда мы будем вязать вот эту деталь, не затягивать кольцо амигуруми, провязывать, потом вытянуть иглу через нее и каркас, и потом уже затянуть и спрятать. Можно или так, как вам удобно, как больше нравится. Итак, вот вышла иголочка, и теперь протягиваем каркас до конца. Равномерно распределяем его. Это можно подтянуть крючочком. Чтобы хорошо каркас сюда дошел до конца. И распределился. Нужно крючочком его помочь распределить. Аккуратненько, чтобы не повредить деталь.
Продолжаем распределять. Так вот растягиваем. Так, проверяем, не изменилась ли длина вот этой детали. Она должна быть 15 сантиметров. Проверяем. Так, 16 на полсантиметра, где-то ее немножко растянули. То есть была на 15,5, поэтому вот в принципе хорошо все. Каркасик внутри на месте. Теперь вот этот узелок я обрезаю. Так. И вот эти ниточки две, можно их или иголочкой, я крючком сделаю, вот сюда вот в центр, в кольцо амигуруми, где мы вначале вязали, я сюда их подхвачу и вытяну сюда, подтяну каркасик наш. Теперь эту ниточку можно просто удалить. Вот так выглядит каркас. Все. Вот у нас осталась как раз еще такая же длина на крыло. И 2 сантиметра то, что вот сюда пойдет посерединке. Там можно будет немного подтянуть. Затем, когда мы будем пришивать сюда, то будем придавать уже форму крылу. Вот так вот приблизительно будет выглядеть. Там можно будет больше сгинать, меньше, уже как понравится. Теперь будем продевать сейчас этот каркас через намеченные иголочками области. Вытягиваем иголочку и вставляем сюда вот эту большую, тоже чтобы вот, и выводим на месте вот этой иголочки. И хорошо здесь расширяем отверстие, где у нас будет проходить наш каркас. Теперь туловище откладываем. В петелечку мы продеваем нить, чтобы каркас вышел в нужное нам отверстие. Тут хорошо вот так вот. И вот эти нити уже
вставляем вот большую иголочку. У нас, в принципе, расстояние небольшое, можно ничего не завязывать там. Так вот. И протягиваем. Так вот. Вот. Вышел каркасик наш с другой стороны. Иголку и нитку мы удаляем. И теперь такими вращающими движениями наш каркасик вот протягиваем. Вот так. Вот уже будет такое крыло дракончика. И с этой стороны будет другое. Теперь нужно будет обмотать до конца. Проверьте необходимую длину, там как у вас все получается. Обматываете до конца и точно таким же образом надеваем вторую деталь. То же самое вставляем сюда ниточку за петельку в большую иглу, иглу через деталь и вытягиваем уже. И затем пришиваем крылышки уже к туловищу. Решила показать еще раз, как продеваем мы каркас второго крыла. Вот я уже ставила ниточку в большую иглу. Здесь спицей я уже проверила, никаких зацепок, все хорошо, спица до конца проходит. Вставляем иголочку. И здесь вот между первым и вторым рядом я вывожу иглу. Вот, постепенно каркас протягиваю. Так, вот берусь за узелочек, чтобы уже ниточка не порвалась, и продолжаю протягивать каркас. Вот так. То есть беру крючочек, и все ниже его спускаю. Тут рукой придерживаю. Здесь вставляю и спускаю. Вставляю. И так продолжаем, пока полностью проденем наш каркасик. После того, как мы продели каркас во вторую деталь, мы нашего дракончика разворачиваем и проверяем, чтобы длина деталей, длина крыльев была одинаковая. Вот эти вот окончания рядов, где мы делали соединительные столбики, мы их разворачиваем назад. И уже эти детали вот сюда вот немножко добавим холофайбера.
здесь вокруг детальки, совсем немножко, чтобы уплотнить, и пришьем. Затем уже можно будет придавать любую форму крыльям. Вот такой каркас. Пришьем крылья, вот эти детали. Вот. И затем будем уже вязать внутренние части крыльев. Пришиваем крылья, каркас. Ниточка в иголке. Разворачиваем вот сюда к хвосту. И пришиваем. Так, за туловище. И снизу вверх. Вот так. Крыло. И подтягиваем. Снова за туловище. И снизу вверх крыло. И так идем по кругу. Когда дойдем вот сюда, вот где-то вот сюда, и у нас тут останется немножко места, вот, наполним холофайбером вот это утолщение. Вот здесь сразу можно, чтобы было полегче, иголочку, когда заводим вот сюда за туловище вводим, то сразу одновременно захватываем петелечку крыла. Снова за туловище и захватываем крыло. Еще сделаем один стежок. Туловище. И крыло. Теперь наполним холофайбером. Берем холофайбер и немного, просто чтобы придать плотности.
Чтобы было удобнее, можно взять зубочистку или спичечку. Так будет просто быстрее. И вот так вот немного уплотнили. Продолжаем. Туловище. Вправляем холофайбер, чтобы не выглядывал. И крыло снизу вверх. Снова туловище. И крыло снизу вверх. Вот так все крепенько пришито. Закрепляем ниточку. И прячем ее внутрь. Подтягиваем. И также пришиваем второе крыло.